обиды и печаль. Мы сюда больше не поедем. У нас лопнул выпускной коллектор. Но мы не сразу заметили. На последнем участке в Раганискатле мы поняли, что все плохо. У нас нету мощности. Выняли мотор, сняли коллектор, заварили, переуплотнили весь впуск, проверили все остальное. Стало лучше, но поняли, что есть еще проблемы, дефекты. После того, как у нас лопнул коллектор, у нас в коллекторе что-то отвалилось и съело крыльчатку горячей части. Но со всем этим большое спасибо Turbo Systems, что со сломанной крыльчаткой она дует до сих пор. Так что братан может бахнуть. Да? Братан бахнул. Братан бахнул, если другой братан дал добро. И сейчас мы через знакомых нашли что-то похожее. Ну, точнее, такое же. Будем надеяться, что у нас горячая часть осталась живая. И через минут 15 мы узнаем результат. И я надеюсь, что это будет последний раз. Первый тренировочный день довольно быстро прикатали. В основном тренировались по мокрому. Прикатали линию, с машиной было все хорошо. Были нюансы, быстренько все подкорректировали. В принципе, давали уже очень хорошие стабильные заезды один за другим. Мы тебя показывали перекладку. Нет, меня... Тогда смотри на нас туда. Ты хоть почувствовал, что мы там... Кидай мне, кидай! Вкратце в голове, вот все за***бись, покатались за***бись. По сухому чуть-чуть надо прикататься, по мокрому за***бись. Настроечки нашли. Это уже к Жене. Нашли зацеп, вот что я могу сказать. А техническая часть я там буду мудрить, сам не понимаю, что там накрутили. Такой же, как и на сегодня, ебать. Sõita lõunanaabrite juurest Kirilis Malinovskis. See on küll see sõita, keda olen pannud väga palju sõitmas ja tegelikult alati on tema sõitnud päris huvitav. Первый квалификационный заезд был очень хороший. Я был очень доволен своим результатом. Как мы обговорили все, так мы и сделали. Я был глубоко, я был широко. Угол был стабильный, все было очень хорошо. Но судьям что-то не понравилось в моем угле. И нам дали не совсем ту оценку угла, которую мы ожидали. Заезд был на 79 пунктов, что в принципе хорошо. Мы остались пятые по квалификации. Гоночный день.
начался у нас с очень жирной тренировки. Дал очень крутой чейз-заезд. Это был, наверное, один из лучших чейз-заездов в целом за эти соревнования. Как сказал Марис, поднял улыбку стоящим людям. Ну, я и сам, если честно, офигел, как я присосался к базе. В топ-16 мы встречаемся с желтой крысой на V8 Динамит. Лидером, дали очень хороший заезд по широкой, все как всегда, в своем стиле, без приколов. Чейсом с ним проехали хорошо, стабильно. Как потом сказал Марис, поговорив с его споттерами и с ним самим, они сказали, что это был его самый лучший лид-заезд на протяжении всех соревнований. На тренировках он такого не делал. Проехали в своем стиле, на чеку, на концентрации. Дали хороший чейз-заезд за ним. Киря, первый раз я написал судьям, я говорю, this is bullshit. И знаешь, что мне сказал? Да, но мы это же говорили про лид-ран. Я говорю, ну да. Лид-ран. Ну да. Я говорю, если чейсер может ехать через no-go зоны, то... Это же тоже no-go зона. Это тоже как no-go зона. Окей, ошибка для тебя, хуй, но это ошибка. Учитывая, что у него в лиде потом 0. Ну, в этой... Ну, концовка. В топ-8 мы встречаемся с эстонским парнем Кириллом Жуковым. Мы едем первые. Дали стабильный, хороший заезд. Ну и начинается чейс-ран. В чейс-ране
Первую часть трассы мы проехали за ним хорошо, выкинули колесо за пределы трассы. Ну, это же можно делать. Дальше вторая часть трассы. Он допускает небольшую ошибку, может не ошибку, он выбрал ехать свою траекторию чуть-чуть уже. Я это не предвидел и доверился ему и сделал контакт. Я очень заглубоко нырнул в него. На тот момент я думал, что ну все, если он сейчас развернется, я получаю 0, потому что разворот будет по моей вине. Но нет, он продолжает ехать. Я в тот момент подумал: красавчик, ты не сделал spin to win. Мы доезжаем до финиша. Проезжаем боксы, встаем на старт-линию, где должны объявить победителя этого тандема. Ну и параллельно стоит монитор. На мониторе показывается реплей. На реплей я как раз успеваю посмотреть момент, там, где я сделал контакт с ним. Я понимаю, что в принципе контакт был не отчасти, не совсем по моей вине. Это все же было по его вине, возможно. Так выглядело со стороны. Он взял немножко за узкую траекторию. И ну так чуть ли не парканулся в этой зоне. Ну и в принципе я был уже такой поспокойнее. Думал, ну все, победа в кармане. Но я все равно до последнего не надеялся на победу. Как объявят, так и объявят. Не загадывал. Ну и флаг показывают на него. И все, мы проиграли. Едем в боксы. Марис по рации недовольный, Женя недовольный. Это просто нашли как Жукова продвинуть дальше. Приезжаем в бокс. И начинаю слушать, почему дали ему победу. Марис говорит, что я выкинул заднее колесо за пределы трассы. Я начинаю думать, где это было. Так, в моем лидране. Ага, может постановка была заглубокая, там выкинул колесо. Марис говорит, нет. Потом я думаю, ага, может это после второй зоны я там черканул ногу в зону передним колесом. Он говорит, нет. Я такой говорю, а где тогда? Он говорит, в Чейз-ране. Ну, там и я офигел, и все офигели, потому что на тот момент короче, мы офигели от решения судей. На брифинге я не помню, чтобы судьи говорили, что чейсеру нельзя выкидывать колеса за трассу. No-go зона — это no-go зона. Как и для передних колес, так и для задних. Ну ладно, была бы у меня там грубая ошибка, тогда еще да. А так я остался в моментуме, я был в базе. Короче, я офигел, он короче, я офигел, ребята офигели. Но результат есть результат. Хорошие соревнования. Нашли настройки на машину. Покатались очень хорошо. В принципе, все четко. Идем дальше. Давай, уходи из кадра. Ты это показываешь. Ты знаешь, ты как батя, блядь. Так, ну давай, ходи, срока. Я не понимаю, Ты показал, вставай, А. уходи из кадра. Руку поднял.